Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Уже достаточно давно я обещала показать вам, как можно сделать очаровательные елочные игрушки из винных пробок. Наконец-то у меня дошли до них руки, и я рада показать вам милых принцесс и очень серьезных солдатиков. Делаются такие игрушки, можно сказать, из мусора, достаточно быстро и несложно. А смотрятся они очень ярко, нарядно и празднично. Ну что, давайте приступим к работе. Как вы уже поняли, нам понадобятся винные пробки. Причем нужны и обычные прямые, и от игристых напитков. Такие пухленькие, с зауженной талией. Берем одну такую пухленькую пробку и острым канцелярским ножом скругляем верхний край меньшей широкой части. Это будет голова принцессы, а другая часть пробки – туловище. Постарайтесь сделать голову максимально кругленькой. Дальше нам понадобятся две палочки для маникюра или деревянные шпажки. Из них мы сделаем ножки. Втыкаем их в нижнюю часть туловища. Вынимаем обратно, промазываем полимерным клеем. И уже окончательно втыкаем их в пробку. Пока клей сохнет, сделаем основу солдатика. Я буду делать двух солдатиков, поэтому у меня все в двойном экземпляре. Нам понадобится одна пухленькая пробка и одна прямая. Из пухленькой пробки сделаем голову в шапке, а из прямой – туловище. Пухлую пробку опять скругляем острым канцелярским ножом по краю меньшей широкой части. Чтобы поверхность пробки получилась еще ровнее, ее можно подшлифовать наждачной бумагой или пилочкой для ногтей. Прокалываем шилом отверстия в верхней части туловища и в нижней части головы. Промазываем клеем зубочистку и скрепляем на нее голову с туловищем. И оставляем солдатиков до высыхания клея. Клей высох, и теперь можно отрегулировать нужный размер ножек у принцессы. Примерно отмеряем нужную длину и отрезаем все лишнее ножницами или кусачками. И немного шлифуем срез. От еще одной прямой пробки отрезаем кусочек высотой примерно 1/3 от всей пробки. Шлифуем срез и сделаем из него что-то наподобие подиума для принцессы. Шилом или ножницами проделываем два отверстия под ножки и закрепляем принцессу на подиуме. А из палочек для суши сделаем ножки солдатиком. Палочки выбирайте такие, которые соединены в верхней части. Отмеряем нужную длину ног и обрезаем палочки ножницами или кусачками. Остатки палочек не выбрасывайте, из них мы сделаем ручки. Проделываем отверстие под палочки в нижней части туловища. И удобнее всего это делать острым канцелярским ножом. Вклеиваем ноги в туловище на полимерный клей и оставляем на просушку. Оставшиеся кусочки палочек от суши примеряем на место ручек, так,
чтобы заостренные кончики изображали кисти рук, и обрезаем все лишнее. Шлифуем срез и приклеиваем ручки к туловищу на полимерный клей. Основы солдатиков полностью собраны. А принцессе сделаем туфельки из полубусинок или, как в моем случае, из полубусинок в форме сердечек. А из совсем маленькой полубусинки делаем носик и оставляем заготовки до полной просушки клея. Теперь белым акриловым грунтом или белой акриловой краской грунтуем все фигурки в 1 или 2 слоя и снова оставляем на просушку. Раскрашивать игрушки мы будем, как и всегда, акриловыми красками. Чтобы получить телесный цвет, смешиваем белую краску с охрой и розовой краской. И в зависимости от пропорции этих цветов можно получить разные оттенки телесного цвета. Окрашиваем получившимся цветом голову и ножки принцессы. Тело, туфельки и подиум я раскрашиваю в желтый цвет, но вы можете выбрать любой другой, который вам больше нравится. И снова оставляем фигурку на просушку. Из ленты сделаем юбку, и удобнее всего использовать ленту с проволокой по краю. Ленту складываем пополам вдоль и собираем в складочки. Набираем нужную длину, отрезаем лишнее и с помощью термопистолета надеваем юбочку на принцессу. Золотой акриловой краской или в моем случае акриловым контуром с золотыми блестками рисуем воротничок на платье и пояс. Из любой пряжи сделаем девочке прическу. У меня в этот раз пряжа специальная для причесок кукол. С ней чуть удобнее работать, так как сразу получается красивый объем. Но для других девочек я использовала и обычную акриловую пряжу. Покажу их чуть позже. Накручиваю на пальцы витков 10-12 и приклеиваю пряжу на голову принцессы термопистолетом. С прическами можно поэкспериментировать. Можно заплести косы, завязать хвостик или сделать высокую прическу. Здесь уже на ваш вкус. Так как у меня девочка принцесса, ей необходима корона. Можно использовать готовую покупную, а можно сделать ее из крепления для елочных шаров. Обычно, когда я переделываю шарики, крепления я не выбрасываю, так как иногда они могут очень удачно найти новое применение. Гелем с блестками добавляем праздничного настроения на платье и туфельки девочки.
Из проволоки скручиваем петельку для подвеса игрушки и вклеиваем ее в голову принцессы. Отверстие лучше заранее сделать шилом. Если не хотите подвешивать игрушки за голову, то можно приклеить им снизу крепление крокодильчик. Так будет даже лучше. Но, к сожалению, у меня этих крокодильчиков не нашлось. Из толстой проволоки сделаем ручки. Я использую то ли какой-то кабель, то ли провод, и, честно говоря, даже не знаю, откуда он. Отрезаем нужную длину, сворачиваем отрезок в вытянутый полуовал и приклеиваем его на полимерный клей к туловищу. Оставляем ручки на просушку. Теперь займемся личиком. Белой акриловой краской рисуем глаза. Коричневой радужку. Ей же рисуем линию ресниц. Брови, ротик и веснушки. Черной краской рисуем зрачки. И снова белой ставим блики. Телесной краской раскрашиваем ручки. По желанию золотой краской раскрашиваем подиум и оставляем принцессу на просушку. Осталось добавить девочке аксессуаров, и каждый это сделает на свой вкус и используя то, что найдет в своих запасах. Я использовала различные стразы, бантики, розочки и цветочки. По желанию добавляем немного геля с блестками на декор и прическу, сушим, и наша принцесса готова. Сегодня я сделала одну принцессу, специально чтобы показать вам процесс ее создания. Но у меня есть еще 5 девочек, которых я делала лет 5 или 6 назад. Показываю я их для того, чтобы вы поняли. Такие игрушки – это не одноразовый декор, они могут служить вам очень и очень долго. Так что не бойтесь использовать ни винные пробки, ни другой мусор в своих работах. Из него можно сделать очень красивый и яркий декор. Возвращаемся к солдатикам. Краской телесного цвета раскрашиваем солдатикам лица и кисти рук. Красный камзол, синий штаны, а черной краской шапку и сапоги. Также черной краской рисуем манжеты и воротничок. Рисуем усы. Белой краской рисуем глаза. Добавляем линии на манжеты. И прорисовываем ремень. Белым акриловым контуром рисуем лампасы и добавляем объема на детали камзола. Не забываем просушивать каждый этап работы.
Синей краской рисуем радужку. Коричневый нос. Черной краской рисуем брови, ресницы и зрачки. Коричневой краской раскрашиваем волосы. А белой краской ставим блики в глазах. Я решила украсить форму солдатиков различными золотыми элементами. Их можно нарисовать золотой акриловой краской или контуром, а можно просто приклеить различные золотые полубусинки, шапочки для бусин и прочий декор. Ссылки на все мною используемые материалы вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. Делаем петельки для подвеса или сажаем игрушки на крепление крокодильчики. И наши солдатики готовы. Изначально я хотела сделать солдатиков просто как дополнение к принцессам, но в итоге принцессы отошли на второй план. Солдатики получились настолько яркими и атмосферными игрушками, что от них просто невозможно отвести взгляд. Хотя и принцессы тоже выглядят очень мило и празднично. А самое главное это то, что смотря на эти игрушки, вы никогда не скажете, что сделаны они были из обычных винных пробок. Ну а пока я делала принцесс и солдатиков, я поняла, что очень хочу сделать им в компанию принцев с деревянными лошадками. Но это уже будет совсем другая история. Надеюсь, этот мастер-класс вам понравился, и вы нашли для себя что-то новое, полезное и интересное. И если это так, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставлять комментарии и делиться этим видео с друзьями. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем волшебного настроения и сказочных идей. До скорой встречи. Пока-пока.